Привет, друзья, с вами Яна, и вы на канале Na'Vi Junior. Как вы уже наверняка знаете, к команде Na'Vi Youth присоединился Синикс, поэтому сейчас я связалась с Даней для того, чтобы узнать, как же он попал в команду. Да, для тех зрителей, которые с тобой еще не знакомы, расскажи немножечко о себе. Откуда ты, сколько тебе лет? Я из Красного Луча, маленький городок, вряд ли кто-то знает. Мне 16 лет. Как ты вообще познакомился с CSGO? С Counter-Strike, очень давно. Мой папа еще играл в него. Ну, как и у всех. Ну и от него я знаю. Так еще, в компьютерных клубах в 1.6 играл. В 6-5 классах начал играть в CSGO с друзьями и одноклассниками. А какие еще игры ты пробовал, помимо CS 1.6? До CSGO я очень много играл в Minecraft. Не знаю, наверное, кто-то тоже в него играл. Мне нравилась эта игра. Потом я все-таки начал играть в Counter-Strike, в CSGO, может быть, немного в Dota играл. И когда решил отдохнуть от CSGO, играл в Valorant. Точнее, не Valorant, а Fortnite на то время. Угу. Но Valorant я тоже пробовал. Мне не понравилось. А чем не понравилось? В принципе, там механика стрельбы, физика игры плюс-минус похожие. Не понравилась стрельба, не понравились способности. Не моя игра. А почему именно такой ты себе ник выбрал? Даже не знаю, просто понравился. Я даже не знаю, как произносить его правильно изначально было. Ну, по идее, Синикс. По идее, да. Хотя ребята называют тебя иногда Суникс. Как легче. Кому как удобно, так и называют. Ты вообще следил за киберспортивной ареной КС? Не следил, но слышал. Просто смотрел результаты. А за какими турнирами вообще следил? Наверняка за мейджорами. Мейджорами, да, смотрел. Кто кого выигрывает и все. Особо не помню. Ты говоришь о том, что ты не следил за киберспортивной ареной КС. В принципе, не сильно следил за турнирами, за теми же командами, оргами. Но в какой-то же момент ты вот четко для себя осознал, что ты хочешь быть киберспортсменом? Или ты просто так, я буду играть, мне нравится игра, а там будь как будет? Наверное, так и было. Просто нравилось играть. Было интересно с друзьями проводить время. Потом уже познакомился с другими ребятами. Не из своего города. А какими, по твоему мнению, качествами должен обладать игрок для того, чтобы стать успешным киберспортсменом? Мне кажется, любой сможет стать успешным киберспортсменом. Абсолютно любой? Да. От чего это зависит? Хочет он или нет, наверное. Просто желание? Да. И упорство? Возможно. Кому-то может просто повезти, не знаю. Сколько примерно времени ты уделял КС-ке на начальном этапе? Очень много. Все время сидел за компьютером. Раньше, наверное, 6 плюс часов. 6-7 часов. Это когда была школа. А когда были летние каникулы, то наверняка больше. 10 плюс точно. Мама не ругала? Она была против того, что я так много играю. Ей это не нравилось. Но папа наверняка отстаивал твое увлечение. Не совсем отстаивал. А как реагировал? Такой типа нейтралитет? Да, скорее всего так. Как они уже сейчас относятся? Когда ты в организации, когда ты уже участвуешь в турнирах? Они меня поддерживают, гордятся, что у меня получилось. Тогда они были не совсем против, просто не нравилось, что я так много провожу времени за компьютером. Наверное, как и у всех. А они как-то следят за твоими турнирами, за трансляциями, за какими-то возможно, праками? Да, за праками не особо следят, за результатами турниров, наверное, следят. Теперь начали увлекаться, командой Na'Vi, в общем. Смотрят, что они играют, говорят мне. Там наверняка папа уже шарит в экономике, по всем позициям, где Конечно, кто не бросил флешку. В CSGO, наверное, уже поменьше знаний у него. Но он в нее тоже играл. Сколько тебе потребовалось времени для того, чтобы апнуть 10-й левел, Faceit, Global апнуть? Global, не знаю, год, наверное, играл в игру. Изначально я не хотел апнуть Global, просто играл. Потом уже, когда повышал свои звания, хотел уже добиться Global. На Faceit очень долго апал 10-й левел. Наверное, сидел полгода, если не больше, на 5-6 уровне, не мог подняться, и потом как-то все резко. Помню то, что 8-й или 9-й левел я апнул прямо в Новый год. Я играл в эту ночь. Новогодний подарок. Да. Давай, наверное, перейдем к самому интересному. Ты пришел в команду Na'Vi Youth. Как ты отреагировал на инвайт от организации и вообще какие у тебя были эмоции?
Был очень рад, не верилось даже, что ну, вот это произошло. А как это все произошло вообще? Играл в Faceit, попал в FPLC, оттуда и меня пригласил Родион на тест. Ты не только эндгейм-лидер команды, но еще тот, кто принимает непосредственное участие в отборе игроков Na'Vi Youth. Как вообще ты познакомился с Синиксом? С Синиксом я познакомился через еще одного малого, который у нас тестился, у него ник был Кицуо. Они оба прошли в FPLC, я просто шпилил в FPLC и заметил их там, мы пообщались, я их позвал на тест. А по каким параметрам вообще проходил отбор? Когда кто-то выходит в FPLC с молодых игроков, я сразу серчу, смотрю его Steam, там, Faceit, как он отыгрывает, коммуницирует, смотрю стримы, то есть наблюдаю уже за ним. Как отреагировали родные, там, папа, что он тебя привел в КС, и вот ты уже в Нави? Я вроде сразу им не говорил, то, что тестируешь, когда-то не хотел ничего такого говорить, Ну но потом уже, ну как, не знаю, месяц-два прошел, я им сказал то, что я нахожусь вот на тесте в Нави. Ну, они знали, что, ну, что такое вообще Нави. Обрадовались. Как вообще прошел испытательный срок? Он с нами тестился, наверное, месяца 2-1.5. Мы его не меняли, у нас были там смены 5-го игрока, мы чередовали. Даню мы не меняли, он мне нравился. Нравился Дани, нравился Илье, мы общались по этому поводу, то есть все было окей, он просто с нами играл, Амиран за ним тоже наблюдал, и по итогу мы его подписали. Вот и все. А ты был с кем-то знаком из наших парней ранее? С Na'Vi Junior или с Na'Vi Youth, или, возможно, с Основой? Лично не был знаком. Ну, всех знал, конечно, следил за кемпом. Ну, играл с хэт-триком, квалификацию как раз на FPLC, но я ему об этом говорил, но он меня не помнит. Ну, хэт-трик звезда, он уже давно в Да. Na'Vi Youth, как бы, да. Почему выбор пал именно на Даню? Ну смотри, мне Даня сразу понравился тем, что он хладнокровный, спокойный парень. Его параметры, за которые я его взял, это его стрельба, он очень круто стреляет. Он у нас убивашка, он стрелок. Как тебя вообще приняла команда? Приняла команда. Хорошо, надеюсь. Вот ты помнишь ваше первое общение? Первое общение, да. Все хорошо ко мне отнеслись. Помогали где-то. Ну и до сих пор помогают. А Даня вообще быстро писался в коллектив? Нет, он сначала был вообще не давал инфу, молчал, я говорю, больше коммуницируй, общайся с нами, договаривайся, проси гранаты какие-то, стяжки и так дальше. Ну, он волновался, это понятно, все игроки, которые вначале, я понимаю, что они там волнуются, у них есть какой-то стресс небольшой. Мы ему дали время, он потом начал набирать, попадать плотно, и мы его взяли по итогу. Вначале он, скажу честно, он так, слабенько отыгрывал, но потом он набрал. С каждым днем он был сильнее. С кем ты подружился из команды больше всего? Наверное, с хэт-триком. Который тебя не помнит, да? Да, который меня не помнит. Часто с ним играем вне команды. В Faceit играем, нам надо проходить в FPLC. У вас там синергия в команде полная. Конечно, да, мы крутые. Вы уже успели принять участие в нескольких квалах обновленным составом. Что ты уже сейчас можешь сказать про игру Синикса? Потенциал большой. С турнира в турнир он все лучше и лучше играет, больше общается. Например, вчера мы играли квалификацию EC, там проиграли финальный матч за выход на ХЛТВ, играли интернациональным составом, общались на английском, но в целом он все лучше и лучше, попадает плотно. Вот вчера он действительно кирил очень много важных матчей. Как прошла первая официальная игра, ты помнишь? Нет, я даже не помню, какая это была игра, если честно. Помню турнир, наверное, самый первый, с которыми я играл с ребятами. Это было летом. Они проходили квалификацию на тот турнир без меня, меня тогда еще не было. И когда я уже пришел к ним, мы играли этот турнир. Какие были эмоции? Не знаю, было круто. Никогда такого не испытывал раньше. Но это весь турнирный опыт. Как разбирали матчи после турнира. Это все было круто. Чем тебя вообще привлек киберспорт? То есть возможностью зарабатывать деньги, там это те же самые призовые, это ЗП в организации, возможность путешествовать по другим странам, какая-то медийка, либо просто вот желание играть, выигрывать и доказывать, что ты лучший? Только желание играть, не особо люблю путешествовать. Если ты играешь в команде, то это, считай, твои друзья, ну и это замечательное времяпровождение. А как вообще проходит вот обычно твой день? Вот представь, что у тебя сегодня нет школы, вот с чего начинается твой день и чем он заканчивается?
Просыпаюсь, ем, умываюсь и сажусь за компьютер. И целый день сижу только за компьютером. А как же там чекнуть соцсети, посмотреть, что там вышло у Райза, новенький М. дневник? Ну, могу посмотреть, ну, когда ем или что-то такое. Но так только играю, не особо смотрю что-то. А вот ситуация с карантином и пандемией как-то повлияла на твой обычный распорядок дня? Да, я не ходил в школу, очень много играл и думаю, это дало мне плюс, то, что я так много играл. Как он вообще реагирует на конструктивную критику, на какие-то замечания в свою сторону? Нормально, он говорит, извини, я пошел тренироваться, и все, он идет на дезматч ботов, и я его больше не вижу. Понятие, простите, я пошел Да, тренироваться. он говорит, я слишком слабый, все, извините, я пошел тренироваться. Он выходит с ним спика и тренируется на дезматче, я это вижу. Расскажи о своей индивидуальной тренировке. Как она обычно проходит? Разминаюсь перед играми вообще, ну, чтобы почувствовать хотя бы что-то. Стреляю обычно в ботов. На имботс, да, типа? Ну, на имботс или там какая-то новая карта CSGO Hub, что-то такое. Может, на ней посижу, но в основном имботс. После игр, если не устану, то сижу на ДМе. Там уже как по настроению. Какие планы у тебя на ближайшее будущее в плане киберспорта? Чего хотелось бы достичь? Я пока не смотрю так далеко в будущее. Просто хочу выиграть с командой пару турнирчиков. Может быть, есть какая-то мечта в плане киберспорта? После этого достижения ты бы мог сказать, что ты прошел Counter-Strike. Не знаю, на данный момент стикера будет достаточно. Мы с кем-то записываем интервью, я там спрашиваю, какая-то мечта в плане киберспорта, и игроки такие, топ-1 нашел TV.org, хочется MVP мейджора стать, и граффити свое, как бы, и то, и то. И тут спрашиваю у тебя, такая, ну, стикера на коллаж было бы достаточно. Мы подписали Погорелова, мы подписали Синикса, и наша команда по итогу уже укомплектована. То есть шансов у молодых игроков попасть в молодежный состав Нави пока нет. Или ты продолжаешь следить за СНГ Арен? Продолжаю следить, я с Амираном общался. Он, в принципе, говорит, если есть какие-то молодые крутые игроки, следи за ними, будем наблюдать, подписывать, если не будут этого заслуживать. А вот представь, что нас сейчас смотрит как раз молодой игрок, перспективный, потенциальный. Вот как ему нужно поступить, чтобы ты или Амиран на него обратил внимание? Старайтесь выйти в сильный хаб, CSPRO, в PLC, играйте там хай-миксы, не знаю, апайте много элла, я за этим слежу всегда. Ты увлекаешься аниме, или я ошибаюсь? Не сказать, что увлекаюсь, раньше посматривал, но когда начал много играть, мне перестало это интересовать. А вот посоветуй мне какое-то хорошее аниме, вот как для меня, как для новичка. Никогда не смотрела аниме, и вот сейчас послушаю твой совет и посмотрю. Чтобы понять всех, посмотреть «Токийский гуль». Окей, какие у тебя еще есть увлечения помимо киберспорта? Ну и в прошлом аниме. Раньше я занимался волейболом, но как раз из-за коронавируса, перестал заниматься, и до этого уже перестало нравиться это. А какой у тебя рост? 1,91 м. Вот. А я 1,62 м, чтобы вы понимали. Это интервью могло выглядеть по-другому на самом деле. А чем ты вообще занимаешься в свободное время? Если оно у тебя, конечно же, есть. Поиграл, наверное, как всегда. Может быть, с родителями что-то посмотрел, с собакой погулял, я не знаю. У тебя есть собака. Да. Какая порода, как зовут? Далматинец, зовут Шелдон. Шелдон? Угу. В честь кого ты назвали или просто понравилось? Из сериала вроде родители назвали. Теория большого взрыва. Да. Что с родителями обычно смотрите? Какие фильмы? Хотя бы жанр. Комедии, может быть, какую-нибудь фантастику, там, семейные, что-то такое. Давай с тобой назовем топ-3 фильма, которые обязательно нужно каждому посмотреть. Не знаю, так, наверное, все не вспомнишь, но Гарри Поттера должны, наверное, все посмотреть. Крутой фильм. Гарри Поттер, Властелин колец и Звездные войны. Просто. Звездные войны я не смотрел. Не смотрел Звездные войны? Не смотрел. И Властелин колец вроде не все, может быть, одну часть только смотрел. Ну, типа не зашло или просто как-то не было времени, не знаю. Просто как... Это ж культовые трилогии. Звездные войны, там, наверное, очень много частей, чтобы разобраться, надо все смотреть. Ну, это правда, да. Это как Игры престолов, там нужно просто следить за сюжетом. Гарри Поттер, наверное, будет достаточно, а там уже то, что захочет, пусть посмотрит. Посмотрите Гарри Поттера, да, там дальше уже как получится. Да. Давай тогда с тобой перейдем к твоим соцсетям, которые ты активно ведешь. Правда? Нет. Давай тогда на радость всем твоим подписчикам в паблике ВК пообещаем, что ты выставишь наконец-то свой конфиг.
Я думал, что будет этот вопрос. Ну, хорошо, постараюсь. Короче, ребята, я договорилась. С вас лайк и подписочка на канал. И в конце ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Болейте за нас, все впереди, будут результаты, Обещаешь? конечно. Все. У тебя есть что-то такое, чтобы ты сам хотел рассказать зрителям? То, чего я не спросила. Думаю, нет, вроде все спросили. У меня не Всё особо спросили. интересная жизнь. Блин. Это будет просто как цитата, знаешь, как у Дудя просто. У меня не особо интересная жизнь. Мне достаточно и стикер на коллаж. А конфиг 8 ноября.